Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Тех, кто еще не подписался, прошу, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Кому вы нравитесь и почему? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, пожалуйста, смотрим дальше до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Если узнаете себя, то есть смысл смотреть до конца. Итак, какая вы? Интересные карты такие прям. Так, смотрите, выходите вы у меня карта принцесса. Принцесса во всех смыслах. Это характеристика на женщину самая высочайшая, сродни императрице. Интеллект. В принципе, да, уважение к себе. Женщина, которая априори это подразумевает, к вам должны относиться с почтением, с уважением. Но тут такой, девочки, еще какой-то подтекст внешний данный, несомненно, у кого-то тут статус, положение в обществе. Это все как будто бы у вас есть, но показано больше, как будто бы, извините, но это как отчасти маска. Вы такой пытаетесь казаться за всех, ну, может, не за всех сил, может, это уже как заученная какая-то функция, да, такая маска заученная. Показана женщина, которая научилась тут сама по себе, вы страстная. По дьяволу, может быть, в свое время когда-то и накрывали эмоции, и легко поддавались, там, влюблялись, я имею в виду, поддавались эмоциям, страстям. Может быть, в вашей жизни вот были такие роковые какие-то страсти, стечение обстоятельств какое-то. Но показано как трансформация. Это все вот тут после дьявола идет карта, где человек свое сердечко замораживает. Научились, может быть, четко различать страсти, секс, влечение. Вот кто-то от любви, кто-то от земной какой-то, знаете, бытовой, ежедневной жизни. Какое-то такое вот произошло четкое разделение. Тут, скорее всего, женщина научилась эти страсти, эту влюбленность в себе то ли погасила, то ли научилась контролировать. И вот вы транслируете вот этот вот как, ну, даже я не буду говорить, что это полностью маска, но это не совсем вот по принцессе, вот это я сказала, идеальный такой образ, ну, как будто бы вам в нем удобно его показывать, для того, чтобы, может быть, не лезли к вам там в душу лишний раз, ну, не старались там даже, может быть, что-то о вас узнать. Как-то так. Может быть, даже это своего рода, ну да, защитная какая-то такая реакция. И тем самым вы как держите на вытянутую ручку на расстоянии людей. Так, тут первая карта, знаете, мне говорят о том, что гармония, извините, карта одиночества. Ну а дальше я же говорю, карты, которые говорят о темпераменте, страсти, дьяволе. Вот почему я говорю, что в вашей жизни это все было, но сейчас карта одиночества. Может быть, вы и замужем, и вас окружают там, ну, шумные компании, веселье. Но мне идет такое ощущение, вы все равно себя чувствуете как, может быть, женщина, у которой не совсем много рядом в окружении людей, с которыми вы могли бы поговорить на какие-то темы, которые были вам интересны, и вы видели отклик этого окружающих. Какие-то сокровенные, я не говорю тут там бытовые какие-то вопросы, да, или что такое там наболевшее. А тут вот как будто бы то, что истинно вас беспокоит, то, что, может быть, когда-то даже терзало вашу душу, мне кажется, таких вот людей рядом мало. Скорее всего, даже вы уже разуверились и даже уже не ищете этих людей. Почему я так говорю? Потому что карта гармонии. Как будто бы вы научились в этом одиночестве
даже не то, что существовать, вам в нем уже даже комфортно. Вы это приняли, вы осознали плюсы этого одиночества. Где-то вы это даже можете как-то так подчеркнуто, может быть, холодно относиться к каким-то людям, для того, чтобы не давать повод им даже лишний раз там сблизиться с вами. Потому что для вам это не нужно. Как будто бы, знаете, такой, как отсеяли вы круг, может, друзей, близких людей. И он, этот круг, он, как скажем, численность этих людей, которые вам интересны, мне кажется, она мало, очень мало людей, с которыми бы вам было интересно, которые бы вас, может быть, там наполняли, вдохновляли эти люди, или вам хотелось бы с ними общаться. Как-то так. Тут как будто женщина прожила вот какие-то страсти, тут какие-то сама, может быть, пылала этой страстью, сама вот по дьяволу переживала что-то в своей жизни, вот какой-то такой накал этих же страстей, эмоций, вот бурю каких-то эмоций. Но потом как будто бы вот пришло как бы осознание, да, того, что страсти приходят и уходят, а жизнь, насущные какие-то проблемы, бытовые, вот как будто бы это все, каждодневно и никуда не уходит, не проходит, как будто бы, скажем так, на одних страстях долго не проживешь. Тут тоже. Или же, что эти страсти, особенно если тут дьявол, по дьяволу очень часто несут разрушение, разрушение стабильности. Очень редко бывают люди счастливы, когда они, поддаваясь этим страстям, да, и дальше в этом продолжают находиться и вовлекают сюда новых людей, вот как-то так. Это очень редко приносит счастье и наполнение. Как-то так, девочки, тут как-то странный такой какой-то опыт. Благодаря этому опыту вы где-то, мне больше показано, что где-то показательно это сердечко вы свое, конечно, как охладили, показываете себя, что я уже не поддаюсь этим искушениям. А с другой стороны, сознательно какое-то одиночество. Это, мне кажется, сюда подойдет хорошее выражение «лучше никак, чем как-нибудь», да. Не факт, что вы хотите опять повторения этих сценариев. Совсем не факт, скорее всего, не хотите. Эмоции какие-то, может быть, да, из этого спектра. Вот тут был какой-то у вас тут прям целый фонтан, может, этих эмоций. Что-то вы хотели бы, конечно, может, иногда вот как-то прожить, но, скорее всего, вы выбираете стабильность, скорее всего, вы выбираете покой, гармонию. Как-то так, девочки. Может, даже по поводу партнеров поменялось мнение. Может быть, благодаря этой ситуации как-то посмотрели на мир по-иному, на мужчин, да, на взаимоотношения между мужчинами и женщинами. В принципе, карта гармония мне говорит о том, что по большому счету у вас все неплохо. Все неплохо, да, и вот вы принимаете ту ситуацию, в которой вы находитесь, и находите в нем, вернее, в этой ситуации очень много каких-то плюсов. Да, как-то очень адекватная женщина, мудрая, я бы сказала, осознанная, женщина, которая умеет влюбляться, любить не буду тут громко говорить, но умеете любить, умеете чувствовать все вот так как-то, но при этом как будто бы держите дистанцию. Для того, чтобы, может быть, как бабочка не опалить крылья, да. Это все я говорю как сочетание вот этих карт, такое оно. Хотя очень многие вас до сих пор воспринимают женщиной, которой многие не против там выстроить какие-либо мужчины отношения, да, потому что принцесса — это очень высокая оценка женщины. Угу. Так, ладно, вот так как-то так. Давайте смотрим быстренько, кому вы нравитесь и почему. Кому вы нравитесь и почему вы нравитесь этим людям. Кому вы нравитесь,
Почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь? Давайте смотреть, кому вы нравитесь. Ух ты. Карты как похожи на ваши. А кому это вы нравитесь? Покажите мне, женщина, мужчина. Угу. Сейчас уточню, это женщина или мужчина. Это женщина или мужчина? Да ё-моё. Наконец-то, так прятался долго, столько старших арканов он мне показал. Извините. Вышел у меня, девочки, король мечей. Прятался очень долго, умный. Хотел сказать, не по годам, но тут как раз тот случай, когда, может быть, уже мужчина ну, не особо юный, король все-таки. Тут продуманный. Ну, без всяких тут подтекстов, мужчина с интеллектом умеет свой интеллект прилагает для того, чтобы где-то карьеру строить, где-то как-то в этом социуме с этим мечом наперевес пролагать себе вот эту дорогу во всех смыслах, прокладывать. Мужчина, который свои эмоции очень хорошо может держать под контролем, ни один мускул не дрогнет. Может занимать какую-то должность, пост. Опять-таки, мужчина, у которого множество ограничений, и эти ограничения, он в этом живет. У кого-то не свободен, у кого-то это также накладывает вот его род деятельности, на него ограничения. Если это какая-то должность, то наряду с, допустим, достатком, да, если материально это ему приносит, то в нем очень много обязательств лежит. Ну, прям очень много, девочки, почему-то так. Мужчина, скорее же, повторюсь, аналитический ум, все по полочкам, рационально, все. У кого-то может занимать, ну, я повторюсь, еще тоже высокий пост, там должность какую-то. Но с мужчинами скорее ему проще контактировать, хотя это не говорит о том, что там с женщинами у него как-то не ладится, но с мужчинами ему проще почему-то, вот там мне такая идет информация. Опять-таки, мужчина скорее себя показывает, знаете, таким холодным, отстраненным, где-то как мужлан, прям мне хочется сказать. Ладно, ну интеллект тут будет здоров. Так, и еще вот такой вот человек может занимать, кстати, ну я уже поздно еще раз скажу, сфера деятельности. Тут у кого-то даже может проиграться. Человек в форме, может с металлом, полиция, доктор может быть, да, может быть компьютерщик, ну, в общем, с металлом что может быть связано у кого-то. А у кого-то характер просто такой, знаете, как ледяной где-то может каким быть. Почему-то мне идет, девочки, вот эта карта очень часто на вас выходит. Первая карта, вот это как муза вдохновляющая, яркая какая-то. Вот вы нравитесь этому человеку, лишний раз вот вышло мне такое подтверждение, вы ему нравитесь, но при этом человек, скорее всего, у него своя, можно сказать, как наполненная жизнь, где-то жизнь, где для него в приоритете идет на первом месте финансы, зарабатывание денег, его статус, материальный какой-то рост, да, для него очень важно приумножать то, что у него есть.
как будто бы это своего рода какая-то философия. Кстати, мужчина может быть учителем, наставником, ну, повторюсь еще раз, не свободен, может быть у кого-то, но при этом рядом с вот картой Иерофант и карта представления, скорее всего, мужчина прикрывается вот такой, как ширмой, вот этой вот амплуа добродетеля, амплуа такого добропорядочного, как это сказать, товарища, да. Потому что как будто бы он показывает только ту сторону жизни, которую ему в этот момент выгодно показывать. Ну, это вплоть до того, что в соцсетях какие-то там странички, там, где если он с супругой, то это прям чуть ли не в обнимку и примерно показательная какая-то семья. У кого-то подтекст, материалка важна в каком плане? В том плане, что если семья сохраняется, отчасти там уже очень много туда денег вложено, совместный может быть бизнес, капитал какой-то совместный, недвижимость. Показано еще, смотрите, как-то так интересно. Ваша карта все равно первая вышла. Ну, как будто бы, знаете, вот какие-то приоритеты в жизни. Почему-то расскажешь на вас, почему-то на вас вышло. А дальше пошла финансовый подтекст какой-то. И вот карта Иерофанта, может быть, он говорит о том, что при наличии вот тяги к вам, интереса к вам, вы очень яркая, тут муза вдохновляющая, как райская птица, невозможно не обратить внимания. Но он говорит, ну, у меня-то жизнь моя уже где-то, опять-таки, выстроена с моими этими приоритетами, выстроенными, финансы. Где-то вот это ж показательная, не знаю, как это, примерно показательная сторона его. А тут дальше карты, говорящие страсть и освобождение. Как будто бы, может быть, у него там внутри дремлет вулкан какой-то, да, и периодически этому человеку хотелось бы, ну, как любому из нас, да, получить вот эту вот разрядку в плане эмоционально. Где-то с кем-то, как это правильно сказать, тут я не буду все там вплоть до секса, да, сводить. Ну, человеку хотелось бы быть любимым, человеку хотелось бы, чтобы в него кто-то был влюблен, восторгались, восхищались. Вот как-то вот такое, как будто бы. Но я не особо вижу, чтобы это находило место в этом, вот если он в союзе, в каком-то уже длительном, да, женатом. Почему-то мне идет, как будто бы тут для какого-то круга лиц он так и остается вот таким по Иерофанту правильным, да, чуть ли не святым. А на самом деле мужчина может быть влюблен, одержим даже какой-то вот страстью к совершенно другой женщине. Так, при этом, девочки, сейчас я спрошу, о чем эта царевна? Тут как-то... Он, я тут на всех разложила, спросила, он как будто бы на развилке находится, топчется на этой развилке, до конца не может принять решение. Если он в браке с какой-то женщиной в союзе, ну, я уже все-таки карта справедливость, то он прекрасно понимает, что эта женщина привыкла к определенному, довольно-таки высокому, как это сказать, такой какой-то образ жизни. Женщина, которая привыкла материалку себе какую-то позволять. В каком плане? В том плане, что запрос у нее довольно-таки высокий. То есть уже подсознательно, тут речи не идет ни о каких разводах, но если даже вопрос станет, если как будто бы вопрос может в воздухе, да, повиснуть по поводу развода, по поводу даже там какого-то раздела имущества, то, скорее всего, эта женщина очень много себе заберет. Как-то так оно мне идет. Она не будет довольствоваться малым. А если это вас, я спросила, то на тоже с вами расходы как будто выпадают. Мужчина не то, что, мне кажется, не совсем готов
вкладываться в новые проекты. Я к тому, что какие-то долгосрочные в плане построения серьезных отношений. Он как будто бы сразу человек понимает, что для того, чтобы дальше строить отношения, тоже нужна материалка и расходы нужны. Как будто бы он, это человек, который не летает в облаках, он четко все понимает. Вот. Тут на него вышла карта сова, а тут мудрость какая-то. При этом карты, вот эти следующие, карта маяк и сплетни, говорят о том, что он находится под пристальным вниманием. Ну, может быть, тут больше женщины изображены. Как будто бы вот кости ему моют. Постоянно где-то за ним наблюдают. Может быть, доносят его, там, не знаю, супруге или какому-то ближайшему окружению. Как-то так тут. Трудно скрыться куда-то с глаз. Вот будто бы, может быть, он тут... Не буду говорить, что он тут медийная личность, но вот по карте Иерофант все-таки, знаете, это может человек какой-то, как бы, ну, я же говорю, какой наставник какой-то, человек, который даже известен, ну, может быть, не особо там в таких широких кругах, но может быть. Вот как-то так, поэтому тут очень много вопросов у него по поводу вот этой вот страсти и освобождения. Вот тут вот, как будто бы ему и хотелось бы, вот, как это, роза, да, тут вокруг нее был хрустальный колпак из ограничений. Вот эта вот страсть, которая на него обрушилась в один момент, это как позволило ему где-то как раскрыться, как вдохнуть полной грудью. Но опять-таки, это все на уровне, это как душа. Тут я не буду смешивать, конечно, страсть. И, ну, вот, мне такое еще какой-то как порыв такой у него в душе был. Вот освободиться, позволить себе это. Я не буду говорить, что тут даже, да, это все заканчивается, начинается там сексом. Нет, мне кажется, тут больше чуть-чуть. Все-таки так как-то его, мне кажется, этого мужчину как периодически может накрывать, и у него запрос вот такой, вот ему хочется, хотелось бы этих ярких эмоций, страсти этой. Так. Вот такой мужчина. При этом, вот я тут дальше докладывала, да, мне было интересно. С вами ситуация может складываться так. И с вами плохо, и без вас плохо. И вам друг с другом, как знаете, не то что тесно. Может, пытаетесь навязать друг другу какие-то правила игры. Кого-то в чем-то убедить. Опять-таки, в отношениях с вами мы на мужчину все-таки это смотрим, какой это мужчина. По семерке мечей была хитрость, манипуляция, предательство. Ситуация какая-то доведена до отчаяния. Вот как эта карта очень часто читается как, знаете, духовная бедность. Это к тому, что изначально могли двое. Вы тут очень яркое мне показано, и он у меня идет по карте солнышко. Это очень яркий человек. Это человек, который привык появляться в компании, там, и он всегда знает, что его рады видеть. Яркое солнышко, эгоистичный большой ребенок, избалованный где-то, может, женским вниманием, в принципе, избалованный. Плюс, если он наделен тут еще властью, интеллект, у него все в порядке, то, знаете, как будто бы такой, он не особо привык к отказам. Этот человек не особо привык подчиняться, прогибаться ради любимых людей, не особо даже готовы идти на какие-либо уступки, не говоря уже о просто, да, каких-то людях, которые ему попадаются, да, по жизни встречаются. Страсть страстью, девочки, тут как будто бы, но этот человек очень четко, у него есть градация, разделение. Это просто страсть, да, и это вот моя жизнь, а это вот мой заработок, а это вот то, чего я точно не хотел бы там лишиться. Вот как-то так, девочки. Но во всей этой истории тут тоже интересная карта, говорящая о том, что человек по дьяволу, может быть, принимал какие-то решения, шел на поводу дьявола, а сейчас башня у него. Тут очень много карт таких, говорящих о том, что его какие-то программы, которые в прошлом он там как-то творил, и он что-то вытворял солнце, тут вот как-то и дьявол, это мог быть очень токсичным, знаете. Внешне это могла быть привлекательность по девятке пентаклей. Это история о том, что самодостаточный, такой уверенный в себе,
тут и атрибуты роскошной жизни, почему-то даже вот такое вот очень важно ему было это подчеркнуть, что я могу себе позволить больше, чем иные. Это как будто бы вот это все есть, но насколько это токсично и разрушительно он как-то врывался в жизни других людей, вот это тут большой вопрос. Мне кажется, тут он особо не задумывался. Ну, 7 мечей мне об этом говорит. И солнце рядом. Как будто бы, ну, мне хочется что-либо, так и будет, да. Ну, не хочешь так, значит, я все равно сделаю так, что будет по-моему. Вот как-то так. А тут вот эти вот программы по башне все-таки почему-то разрушаются. Что-то тут в его жизни происходит. Что-то о чем. Ну да, карта коса. Идет разрушение этих программ. Почему? Угу. Опять сплетни мне какие-то вышли. Тут одни сплетни, вторые сплетни. Огонь, вода, всадник и что? Лабиринт. Ну вот показано, говорят, ситуация какая-то по карте замок закрытая. Эта ситуация касается каких-то шансов. В какой-то романтическая какая-то история, как будто бы, может быть, шансы давались ему для того, чтобы не просто там какая-то была страсть, секс, да, а это могло пойти дальше, это могло затронуть какие-то вот струны его души, если можно сказать, сердце, потому что тут эмоции какие-то. Вполне возможно, вот тут почему-то мне показано, что то ли мужчина мог влюбиться и сам того не желая, да, как-то впустить в свое сердце вот любовь, женщину. Но опять-таки, тут карта сплетни по поводу страсти. Вполне возможно, какие-то третьи лица могли тут вмешаться. И ну, не сложилось так, как хотелось. Потому что карта лабиринт и карта всадник. Желание к женщине, оно как будто осталось. Он до конца не уверен, это просто страсть или это что-то большее. Да, очень много сплетен вокруг него. Ладно, давайте дальше посмотрим. Ну, какой-то такой мужчина, я не знаю, девочки, с вам виднее, вы думаете. Вот вы ему нравитесь, этому человеку. Вот в его жизни, вот, это вы, я надеюсь. Но мне кажется, очень похоже на вас. Вот такая какая-то женщина в его жизни была, есть. Ну, мужчина еще тот этот актер. Тут карта, вот я оставлю, это представление, которое он разыгрывает. Отчасти разыгрывает почему? Потому что и так он знает, что за ним пристально наблюдают. И карта сплетни, опять-таки, он знает, что если он не будет эту комедию ломать, то про него вообще все будут и так знать. Так, смотрим. Вы нравитесь этому мужчине. Почему вы нравитесь? Так, ну так интересно, логично где-то, смотрите. Он говорит, в моей жизни было все налажено, как какой-то отлаженный, налаженный механизм, работало все. Опять башня. Башня в данном тут как стабильность эта карта изображает. То есть механизм, который как башня. И я в этой башне чувствовала себя каким-то суперимператором, принц карта, да. То есть мужчина, у которого налаженный быт, стабильность, может день изо дня все укрепляется, все прекрасно, да, и я сам себе господин где-то. Потом показано неожиданно для него встреча с какой-то женщиной, ну с вами, да. И это сподвигло где-то, девочки. Он говорит, у меня энергетический пробой. И я не ожидал того, что я могу, допустим, переживать так. Я могу какую-то ситуацию с этой женщиной принять близко к сердцу. Человек, похоже, больше привык получать. Ну, потребитель где-то. Для него это неожиданно, то, что он может близко к сердцу принимать какие-то моменты. Опять-таки, талисман. Почему-то мне идет тут такое, как будто бы ему казалось, допустим,
кажется, да, что когда вы рядом с ним находитесь, то, может быть, и трава зеленее, да, и все ярче, и все у него в жизни прекрасно, и налажено, и благодаря общению с вами, благодаря тому, что вы рядом вдохновляете, где-то заряжаете, где-то есть желание жить, творить. Вот как талисман какой-то. Может быть, в то время, когда вы были рядом с ним, опять-таки, вы заряжали его этой какой-то своей энергией. Ему хотелось быть лучше, достигать чего-то. Я не удивлюсь, если даже у него дела там шли, и если вы рядом с ним были, там и в бизнесе лучше дела шли, и дома даже у него было лучше все. Почему-то сейчас показано, что сейчас дома, там, где он находится, карта оппозиции, он выясняет отношения с какой-то женщиной. Что-то друг другу доказывает. Тут не любовная карта. Тут карта людей, которые друг другом очень недовольны, которые высказывают друг другу. Тут прям в лицо что-то кричат, доказывают, высказывают. Понятно, что, думаю, если такая атмосфера, человеку хотелось бы где-то душой отдохнуть, да, назовем, а кому-то не только душой, но и телом. Вот, тут вот такое показано еще. Так, карта зелья, привидения. Я могу эти карты и талисман еще прочитать так, знаете, как будто бы у человека ощущение того, что может с вами отношений как таковых и не было. Но, может быть, они были разорваны, да, у кого как. Ну, тут карта зелья и привидения мне говорит о том, что это как незримо. Вот постоянно вы можете быть в его голове 24/7. Или он, допустим, общается с, там, не знаю, с множеством женщин. Где-то подсознательно сравнивает, а где-то он старается забыть, потом поворачивает голову и случайно видит в толпе вот похожий силуэт, да, или кто-то прическа похожа на вашу, или как, допустим, карта привидения, кому-то снитесь вы, да, и для него это болезненно, девочки. Карта привидения, и тут карта пробой, как энергетический пробой. Он постоянно возвращается мыслями о вас, к вам, вот тут как-то так. У кого-то даже мысли, карта зелья, что вы там приворожили его. Чем-то таким вы обладаете. Ведьмочка. Кто-то, если знает, что вы увлекаетесь эзотерикой, тоже может думать, ага, она тут что-то шаманит мне. Вплоть до того, что как будто бы у него в голове вот звенит вот это вот, когда она рядом со мной, у меня все отлично. Вот как-то так тут тоже может быть. Ну, что вышло, то я об этом и говорю, девочки. Так, нравитесь. Почему вы нравитесь? Почему вы ему нравитесь? Угу. Ну вот у меня вышла та самая карта, похожая на ту, которая выходила у него, запрос был. Эрос, видите, какая красивая. Тянет, влечет к вам. Ну, сексуальный, как сексуальный объект, страсть. Эрос, женщина, которой он испытывает волнение, назовем это так, тягу. При этом, девочки, такие интересные карты. Смотрите, вот это вот сексуальное влечение к вам. Он бы очень хотел по карте замок скрыть. Почему? Потому что очень боится сплетен. То есть то, что его там влечет к вам, он всячески это скрывает. Потому как мужчина не хотел бы вокруг себя, вокруг вас собирать этих сплетен. Опять-таки, почему вы ему нравитесь? Вы для него олицетворение, ангел и демон. С одной стороны, может один день с утра проснуться и говорить, она вообще идеальная, она прекрасная, она добродетель, там, образец добродетели, да. Через полчаса он там что-то вспомнит, начинает чертыхаться и говорить, это же дьяволица, демон. Там, вспоминает там какие-то моменты, где ему кажется, что вы им манипулировали, вы какие-то, может, ему там, не знаю, как это, ловушки пытались устраивать. Ну вот я просто ход мысли вот такой говорю вот человека. И опять-таки, может человек говорить, вот, с одной стороны, подарок говорить, она подарок небес, а с другой стороны говорить, да какой же она подарок? Тут подарок такой дьявольский.
Я не просил такой подарок, а потом сидеть и вспоминать, ага, я хотел что-то такого. Тут какая-то, знаете, такая тяга к вам, у вас, с вашей личности, для него какой-то парадокс есть, да, противоречие. Вот и ангел, и демон, я же говорю. И с одной стороны, но это его будоражит, ему это интересно, ему вот именно такая женщина и интересна, девочки, вот как-то так мне идет. Как будто другой типаж, ну, либо будет скучно с другим типажом, либо он уже все наперед будет знать, да, неинтересно. Вот тут как-то так. Вот тут очень много, знаете, может быть, по этой карте замок даже скрытой какой-то информации. Я не вижу, что вы для него являетесь этой открытой книгой. Ему тоже это интересно и непонятно. Ну и первая карта, девочки, крест, знаете, где-то как будто человек не может даже не может вас принять вот того, что вот вы есть в его жизни, да, но что с этим делать? Может, он не знает, какое место вы в его жизни можете занять, вот назовем это так. Потому что, может быть, у человека тут уже сложившийся вот там образ жизни, уже там статус какой-то, уже какие-то там взаимоотношения с женой, с родственниками, какие-то, что выстроено такое вот, как будто бы куда вас вот в эту вот его жизнь, вот как будто бы, хотя вы мне можете написать, да нафиг надо, у меня своя жизнь, мне ничего от него не нужно. Но тут вот какой-то такой тоже подтекст, вот нравитесь, но что с этим делать, он точно не знает. И он всячески не хотел бы из-за этого каких-либо неприятностей и сплетен. Тут 3 или 4 раза вышли карта сплетни. То есть для него это болезненно, ему это не нужно. И он прекрасно понимает, что если он с вами будет, то тут будет множество этих сплетен. А у него уже дома идут проблемы, у него уже дома какие-то выяснения отношений, претензии. Какого рода вот эти выяснения отношений в доме у него? По поводу того, что в жизни у него там в доме, в отношениях с этой женщиной все разрушается по косе. Все идет вообще не так, как ему, может, хотелось или не хотелось. Но все как косой срезается. Вот, как будто бы 2 карты какие-то. Душевные муки, карта работа. Я не знаю, можно это прочитать, конечно, так, что люди не знают, как выходить из этой тяжелой ситуации. Тут у душевной муки у женщины глаза завязаны. Страдают обои. Можно прочитать, что отношениям нужна работа, да, если, скажем так, восстановить отношения, то нужно работать. Не факт, что обои хотят, или он хотел бы. Не хотел бы. Он особо не хочет это вот отношения там восстанавливать или куда-то, знаете, как-то, я даже не буду говорить, что сохранять. Тут как-то отторжение, тут уже от людей друг от друга воротит. Это я имею в виду, вот дом, у меня вышла карта, видите? И карта оппозиция. Это мужчина и женщина. Это отторжение, это когда уже какие-то мелочи даже. Человек как-то ест и раздражает второго. Ложку там или стакан куда-то не туда поставил. Вот какой-то смех вот такой, да, то, что раньше вызывало умиление, там, энное количество лет, да, там, влюбленность, то сейчас это друг в друге раздражает. Какие-то же, говорю, моменты поведения, вот, привычки. Вот тут такое, тут какое-то уже вот и по косе, вот, это то, что как будто бы разрушается, и это особо уже не остановишь. Вот как-то так, девочки, вот этот человек о вас думает, вы ему нравитесь, есть сексуальное влечение к вам, есть понимание того, что он не знает, что с этим делать всем, и не хотел бы стать объектом вот этих сплетен каких-то. Ну вот как-то так. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.